Всем привет! Вы на канале Pars Wool. Сегодня вяжем классную простую шапку из пряжи Gazal Wool 115. Мы будем вязать в 2 нити. Шапочку можно носить как с помпоном, так и без. Вывяжем декоративный наборный край, имитация итальянского набора. Мы вяжем на взрослого, обхват головы 56 см, раппорт узора 8 петель. Моточки пряжи на 50 грамм 115 метров. В составе стопроцентный меринос Супервош. Приставка Супервош говорит нам о качественной обработке пряжи. Ниточка очень нежная и гладкая, тактильно приятная. Шапка из нее выходит совершенно не колючая. Складываем 2 нити вместе. На спице 5,5, длина лески 40 см. Обычным способом мы набираем 80 петель. Количество петель должно быть кратно 8 для нашего узора. Набрали нужное нам количество петель, плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы косичка наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы и затягиваем нашу соединительную петлю. Повесим маркер начала ряда и далее будем вязать следующим образом. Прокручиваем правую спицу вокруг левой, снимаем петлю, прокручиваем ее в обратную сторону, возвращаем и провязываем за заднюю стенку лицевой. Далее обычная изнаночная за переднюю стенку. Снова прокручиваем правую спицу, снимаем петлю с левой изнутри, прокручиваем эту петлю, возвращаем, провязываем лицевой за заднюю стенку. Изнаночная обычная. Прокручиваем спицу вокруг левой, снимаем петлю, прокручиваем петлю, возвращаем и провязываем скрещенной лицевой. Изнаночная. Таким образом будем вязать до конца ряда. Одну петлю прокручиваем и провязываем лицевой, одна изнаночная. Посмотрите, какой интересный наборный край у нас выходит. Такая имитация итальянского набора. Прокручиваем петлю, провязываем лицевой, одна изнаночная. Довязываем таким образом ряд до конца. У меня осталось 2 петли до конца ряда, прокрученная лицевая и изнаночная. Очень интересный декоративный наборный ряд у нас вышел. Далее лицевые будем вязать скрещенными, то есть за заднюю стенку. Изнаночные обычные за заднюю стенку тоже. Лицевая скрещенная, изнаночная обычная. Таким образом, всего нам надо провязать 10 рядов резинкой со скрещенными лицевыми. Это у нас второй ряд. Еще провяжем 8 таких рядов. Мы провязали 10 рядов резинкой. Далее приступаем к формированию основного узора. Провязываем первую лицевую за переднюю стенку, вторую лицевую за заднюю, третью лицевую за переднюю и одну изнаночную. То есть нам надо провязать 3 лицевых не скрещенных и одну изнаночную. Снова 3 лицевые, изнаночная. Так довязываем ряд до конца. 3 лицевые, одна изнаночная. Второй, третий и четвертый ряды будем провязывать точно так же. 3 лицевые, изнаночная. Но здесь у нас уже петли легли по-другому. Правильно. Лицевые провязываем за передние стенки, изнаночные за задние. 3 лицевые, одна изнаночная. Всего нам надо провязать 4 таких ряда. В каждом пятом ряду будем делать перехлёст следующим образом. За работой вводим спицу во вторую и третью петлю. Меняем местами с первой, так чтобы первая оказалась сверху. Провязываем эти петли лицевыми за передние стенки.
Далее 1 изнаночная. Теперь перед работой вводим спицу в третью петлю. Первые 2 пропускаем. Меняем их местами, так чтобы третья оказалась сверху. Провязываем эти петли лицевыми. Следим за тем, чтобы они не скрещивались. И вот такие переплетения будем делать до конца ряда. Сначала влево, затем вправо. Вначале вводим спицу за работой во вторую и третью петлю. Меняем местами с первой. Возвращаем. Провязываем эти петли лицевыми. Одна изнаночная. Перед работой вводим спицу в третью петлю. Меняем местами с первой и второй. Возвращаем. Провязываем лицевыми. Вот такой красивый узор у нас начинает формироваться. Вначале меняем первую петлю со второй и третьей, так чтобы первая оказалась сверху. Провязываем их лицевыми. Изнаночная. Затем третью петлю с первой и второй. Меняем местами. Провязываем их лицевыми. Таким образом довязываем ряд до конца. После этого нам снова надо провязать 4 ряда следующим образом. 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная. Вяжем так 4 ряда. В 5-м будем делать перехлёст. Мы дошли до 5-го ряда. Делаем точно такие же перехлёсты. Над перехлёстами вправо делаем перехлёст вправо. Спереди работы вводим спицу в третью петлю. Над перехлёстами влево тоже делаем перехлёст влево. За работой вводим спицу во вторую и третью петлю и меняем местами с первой. И вот такой узор у нас здесь вырисовывается. Довязываем ряд до конца. Потом снова провяжем 4 ряда, 3 лицевые, 1 изнаночная. В 5-м ряду делаем перехлёст. Снова 4 ряда обычных, в 5-м ряду перехлёсты. И всего нам надо провязать 6 таких раппортов в высоту. То есть всего провяжем 30 рядов нашего основного узора. После того, как провязали нужную нам высоту шапочки, здесь у меня провязано 20 сантиметров, переходим к формированию макушки. Будем потихоньку убавлять петли. В первом ряду с убавками будем вязать следующим образом. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, далее лицевая и изнаночная. Снова 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки, 1 лицевая, 1 изнаночная. Таким образом довязываем весь ряд до конца. Далее у нас ряд без убавок. Петли вяжем по узору, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. У нас здесь 2 лицевые, 1 изнаночная. Снова 2 лицевые, 1 изнаночная. В следующем ряду у нас снова убавки. Провязываем 1 лицевую, следующую разворачиваем, провязываем вместе с изнаночной лицевой за задние стенки. Снова лицевая, разворачиваем петлю, провязываем 2 вместе лицевой. Таким образом делаем убавки до конца ряда. 1 лицевая, 2 вместе лицевой. В следующем ряду убавки мы не делаем, просто все петли здесь мы провязываем лицевыми. И снова у нас ряд с убавками. Будем провязывать по 2 петли вместе лицевой. 2 вместе провязали, снова 2 вместе. И так довязываем ряд до конца.
В конце ряда у нас должно остаться на спицах 20 петель. Здесь мы нить отрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем нашу макушку и уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. С изнаночной стороны я еще раз провожу нить по задним стенкам тех петель, которые мы затянули, несколько раз. Затем делаю небольшой узелок и хвостик нити увожу по задним стенкам петель. Хвостик наборного ряда мы прячем с изнаночной стороны, проводим иглу тоже по задним стенкам петель в одну сторону по резинке и в другую. Так нить хорошо закрепится. Вот такая шапочка у нас вышла. Отправляем ее на ВТО. Я стираю в машинке на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. После ВТО пряжа раскрывается и становится еще прекраснее. Теперь мы можем прикрепить бирочку и помпон. Я использую помпоны на лентах, чтобы их легко можно было снять для стирки и вновь надеть. Наша шапка готова, красивая, необычная и простая в исполнении. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.